Германия, 1945 год. Страна лежит в руинах, города превращены в груды битого кирпича. Экономика уничтожена, армия расформирована и полностью запрещена. Люди ходят в перешитой военной форме и в деревянных башмаках, потому что кожаной обуви нет попросту. На улицах разрушенного Берлина процветает черный рынок. Настоящей валютой становятся не марки, а американские сигареты. Немецкое военное производство демонтировано и вывезено победителями. И в этот момент, кажется, о грозной немецкой боевой технике можно забыть навсегда. Но проходит всего несколько лет, и в 1949-м на карте мира появляется Федеративная Республика Германия. И начинается то, что позже назовут экономическим чудом. Заводы снова гудят, по улицам едут первые жуки от Volkswagen, а знаменитая немецкая инженерная школа возрождается из пепла. Но мир вокруг уже не тот. Европа раскололась надвое. С одной стороны НАТО, с другой стороны Варшавский договор. И главной угрозой для молодой Западной Германии становятся стальные колонны советских танков Т-54 и Т-55, которые в любой момент готовы прорваться через знаменитый Фульцкий коридор. Западному блоку нужна не просто новая техника, типа боевая машина пехоты, которая бы просто ее высадила бы на поле боя и довезла. Нужна полноценная боевая машина пехоты, хорошо защищенная, вооруженная пушкой и способная идти в одном строю с танками и поддерживать огнем. И в конце 50-х годов Бундесвер запускает программу с названием «Schunzer Panzer Neo» — новая боевая машина пехоты. К этому амбициозному проекту привлекают лучшие оборонные концерны Германии. За вооружение отвечает знаменитый Rheinmetall. За корпус и ходовую часть берутся Thyssen, Henschel и Mack — Maschinenbau Kiel. Между этими гигантами разгорается жесточайшая конкурентная борьба, ведь на кону стоят миллиарды марок и репутация возрожденной немецкой оборонной промышленности. Первые прототипы появляются в начале 60-х. Инженеры перебирают десятки вариантов компоновки, брони, вооружения и спорят до хрипоты. И, наконец, в 1969-м машина готова. Но в 1971-м она принимается официально на вооружение. Под именем Мардер. Название выбрали не случайно. Машина должна была быть такой же быстрой и опасной. Но история Мардер — это не только инженерный триумф, это еще и череда громких скандалов. Уже в 70-х годах программу нещадно критикуют за колоссальное превышение бюджета. Стоимость одной такой машины оказалась в разы выше первоначальных расчетов. Немецкая пресса писала, что Мардер стал одним из самых дорогих БМП в мире на тот момент. И, представляете, это самая дорогая мишень на нашем полигоне. Позже вспыхивали скандалы вокруг экспортных поставок. Германия официально ограничивала продажу оружия в зоны конфликтов, но комплектующие и технологии не раз всплывали там, где их вообще-то совершенно быть не должно. А в наши дни Мардер снова оказался в самом центре внимания, уже как объект международных военных поставок в горячие точки. И вы понимаете, в какой горячей точке это находится. Отдельно стоит сказать о стоимости этой машины, ведь Мардер никогда не был дешевым удовольствием. Цена одной такой машины в 70-х годах достигала около 1 миллиона немецких марок, что вызывало, конечно же, бурю критики в прессе. Сегодня же, когда речь идет о восстановленных и модернизированных экземплярах, из наличия, скажем так, рыночная стоимость одного Мардера 1А3, а это, кстати, 1А3, оценивается примерно в 400-600 тысяч евро, в зависимости от состояния и комплектации. А капитальный ремонт с восстановлением до боеспособного состояния может обходиться еще в несколько сотен тысяч евро сверху. Так что перед нами весьма недешевая цель, и каждый наш выстрел бьет в буквальном смысле по дорогостоящей немецкой инженерии. Что такое секретный канал? Это эксклюзивные выпуски, которые вы не увидите на открытых площадках. Это оперативная аналитика мировых новостей от эксперта.
Это закрытые стримы для подписчиков и еженедельные розыгрыши призов. Наш мерч, ножи, футболки, кепки и так далее. Общение с подписчиками. Все, что остается за кадром. Это ответ на вопрос, где, черт побери, этот парень берет пушки. Переходи по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Добро пожаловать. А стрелять по нашей кунице мы будем из антиматериальной винтовки 12,7 на 108. И это АСВК, автоматическая снайперская винтовка крупнокалиберная. Обычно она антиматериальная, как раз таки потому, что справляется с разными БТРами, БМП, Хамви и так далее. Но вот эту штучку, возможно, она не возьмет. Но задача сегодняшнего выпуска не мытьем, так катанием, скажем так. Пострелять по гусеницам, пострелять по люкам, пострелять в борт и пострелять в корму. Авось пробьет, ведь у 12,7 есть разные номенклатуры патронов, и у меня их сегодня 3. Сначала работаем МДЗшками. Постреляем по всем частям, возможно, что-то дозагорится. МДЗ нетрудно определить, они выглядят как помадка такая. Время посмотреть, что делает мгновенного действия зажигательная пуля. Итак, бронированному люку абсолютно все равно. Но в теории, если бы это залетело внутрь, могло бы что-нибудь и поджечь. Навесное оборудование хорошенечко так слезало, и в целом триплекса бы поразбило. И уж точно уничтожило бы и тепловизионный прицел, и приборы наблюдения. Это хорошая новость. Также никакого вреда не приносит наш МДЗ и механизму пушки. Пушка-то сама подуныла. Она, можно сказать, сплавилась под воздействием того, что выгорело внутри. 2 попадания в люк, ничего. Триплекса разбиты, навесное оборудование разносится, поэтому он и считается антиматериальным, этот патрон. Здесь тоже ничего, внизу тоже все в порядке. Но так ли будет все хорошо с ним, если я, например, начну стрелять обычной пулей стальной? А потом я постреляю бронебойно-зажигательными. Боевая масса Marder 1А3 около 33,5 тонны. После навески дополнительной брони он стал заметно тяжелее ранних версий, которые до этого весили 28 где-то. Длина машины почти 7 метров, ширина около 3,38 метра, высота почти 3 метра, а клиренс 44 сантиметра. Несмотря на свои солидные 33 тонны, машина весьма подвижна. По шоссе она разгоняется до 65 км в час. И вот что особенно интересно. Задним ходом Marder способен двигаться со скоростью 40 км в час. Для гусеничной машины, согласитесь, это выдающийся показатель. Достигается он, кстати, благодаря 4-ступенчатой реверсионной передаче в трансмиссии RENC. Экипаж может стремительно отступить задним ходом, не разворачиваться и не подставлять врагу, скажем так, слабую корму, оставаясь при этом лицом к лицу к противнику.
Ну, и главный калибр Мардер. Это 20-миллиметровая пушка, которая называется Rheinmetall МК-20 RH-202. У нее двухленточное питание, что позволяет мгновенно переключаться между осколочно-фугасными и бронебойными снарядами. Скорострельность где-то до 1000 выстрелов в минуту. Эффективная дальность до 2000 метров. А боекомплект это примерно 1250 снарядов. В пару к пушке идет спаренный 7,62 пулемет МГ-3 со скорострельностью до 1200 выстрелов в минуту. А для борьбы с танками на башне устанавливается противотанковый комплекс «Милан» с дальностью поражения до 2000 метров, способный пробивать борта и корму основных боевых танков. Так что в реальном бою Мардер 1А3 – это очень серьезный и хорошо вооруженный противник. Но а теперь к нашим инструментам. Заряжаем обычную пулю стальную. Здесь уже результат должен быть хорошим. Передо мной куница. И мне кажется, не стоит ей просто так в наших степях лазить. Бам! Это больно, если честно. А что, если ударить по гусенице, например? Смотрите, я попадаю в сетку и коцаю чуть-чуть ему 12,7 гусеницу. Но это абсолютно ничтожная попытка. Да, антиматериальная винтовка против Мардера, идущего к нему на 45 градусов, лучше, наверное, как будто бы и не стрелять. Если бы пушечка повернулась в мою сторону, увидев, как я по ней пытаюсь стрелять, думаю, этот холмик бы разнесло к чертям. Особенно, если бы у этой пушки были, например, с урановым объединенным сердечником. Давайте посмотрим, что же случилось-то. А случилось следующее. Стрелять под 45 градусов как бы не очень хорошо, потому что рикошеты, и даже если человек сидит за этим, казалось бы, не толстым укрытием, он спасается. Мало того, навесное оборудование, конечно, наверняка бы пострадало, но в частности то, что было открыто, типа триплекса или тепловизор, приборы наблюдения, но не броня. Броне как будто бы вообще похрен. Даже как будто бы вот эту бы милановскую, вот эту маленькую пластинку бы не пробило. Знаете, есть одна маленькая мысль. А что если стрелять под прямым углом и бронебойно-зажигательными патрончиками? Мне нравится эта идея больше. Кажется, сейчас у меня хоть что-то должно получиться. Вовчик. Шо, Лёх? Хочешь прикол? Давай. Часы Кейс-Гуру сделаны в Китае. Что, серьезно? Реально. Открыта страшная тайна. Кейс-Гуру сделаны в Китае. Как и 90% всей электроники в мире. Почему же тогда на коробках Кейс-Гуру написано «Созданы в Тюмени»? Да потому что, как говорят производители, в Тюмени находятся мозги проекта. Здесь рождаются идеи, проходят тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик, экспериментируют с материалами и внедряют собственную нейромодель, которая называется «Сенсора». В смарт-часах Кейс-Гуру такая есть. И знаешь, глава компании Кейс-Гуру Вадим Боков, он ведь лично контролирует разработку. В народе его прозвали тюменским Илоном Маском. Я сначала смеялся, а потом такой: боже, Тюмень-то это инженерия, гарантия и ответственность.
А Китай — это масштабирование производства. И так появились тюменские смарт-часы Case Guru с рекордными характеристиками. Продаются они, кстати, только напрямую у разработчика. Да куда же ты? У тюменских смарт-часов Case Guru Nova изогнутый дисплей, и благодаря этому улучшаются углы обзора, а информация хорошо видна при разных положениях руки. У многих аналогов, кстати, используются обычные плоские экраны. У Case Guru Nova мощный динамик и микрофон. Качество звука во время разговора, как у смартфона. И, кстати, вы, если любитель там погонять по парку или на велосипеде, или лысого погонять, тюменские часы Case Guru Sport 2 получили Full HD дисплей. По четкости, в общем, как у телевизора. Рекордная четкость. Изображение хорошо различимо вне зависимости от особенностей зрения. У Case Guru Sport 2 гибридный корпус 2 в 1. Он устойчив к царапинам и повышает стабильность работы датчиков. Это не какие-нибудь там вам Apple Watch. Простудился немного. Тюменские часы Case Guru Classic 2, которые премиальный аккумулятор с замедленным старением получили. Замедленное старение, надо же, а? Он рассчитан на срок до 7 лет работы. Это до 3 раз дольше, чем у аналогов. А у Case Guru Classic 2, вообще скажу вам по секрету, более 150 спортивных режимов. Да, это, скажете, мировой рекорд, будете правы. Больше режимов, точнее замеры и точнее рекомендация от умного алгоритма сенсора. Так и хочется спеть песню. Когда меня не станет, останется сенсор. Кстати, ну и дополнительная характеристика, о которой Вадим Боков не знает. Они очень хорошо сохраняют цвет вашей кожи. То есть в любую погоду, будь то плюс 35 или 100 градусов, ваша кожа остается вашей. Я собираюсь что-то рекомендовать? Да, выбирайте тюменские смарт-часы Case Guru по ссылке в описании и по QR-коду на экране. Я когда уеду, он появится. А по промокоду Калибр26 получите скидочку до 1000 рублей. Времена нелегкие, знаете. Вот он здесь. Внутри Мардер несет экипаж из 3 человек, механик-водитель сидит впереди слева, а командир-наводчик размещается в двухместной башне. Плюс к ним десант — это 6-7 человек, которые находятся в кормовом отделении, там высаживаются они через такую откидную аппарель. На ранних версиях в бортах были даже амбразуры для стрельбы из личного оружия прямо на ходу. Но на 1А3 при усилении брони решили, что амбразура никакая не нужна. Теперь то, о чем особо просили, это ходовая часть и катки. На каждый борт приходится по 6 сдвоенных обрезиненных опорных катков. Итого их 12 штук. Подвеска здесь торсионная, индивидуальная для каждого катка, с гидравлическими амортизаторами на крайних узлах. Именно она обеспечивает плавность хода. Ведущее колесо здесь расположено в передней части, ведь и двигатель, и трансмиссия у нас тоже впереди. Направляющее колесо или ленивец находится сзади и оснащено механизмом натяжения гусеницы. Сверху верхнюю ветвь гусеницы поддерживает по 3 поддерживающих ролика на каждый борт. Катки здесь, как видите, обрезинены, чтобы гасить вибрацию и снижать шум. Ширина одного трака около 450 мм. Соединяются траки между собой прочными стальными пальцами. Бронебойно-зажигательно-трассирующие БЗТ, то бишь, вступают в дело, и под прямым углом будем стрелять. Такие, как будто бы у меня ощущения антиматериальные возникают. По поводу материального. Знаете, у нас сейчас не очень заладилось с рекламой как-то. Только бухгалтерия. И то потому, что мы никак не умеем считать деньги. Может быть, вы хотите разместить рекламу у нас? Итак, лючок будет первым.
когда плечо вроде бы как уже и не нужно. Как же я обожаю 12-й калибр. Фух. Что ж, посмотрим. В этот раз результат явно лучше. Что мы здесь имеем? Мы здесь имеем уверенное пробитие. В общем-то, возможно, я бы пробил, конечно, и под 45, если бы стрелял бы ЗТ-шечками. Но посмотрите-ка, люк пробит. Тот, кто за ним находился бы, отправился бы к праотцам. Там, где маска орудия, казалось бы, не такая уж и толстая броня. Бронебойная зажигательная трассирующая не пробивает эту маску. Я думаю, что со стволом бы точно ничего не было, потому что он круглый и, скорее всего, бы отрикошетило. Я стрелял еще и в Милан. А вот, собственно, Милан. Милан как будто бы мы уверенно пробиваем. Даже пробиваем вот эту вот часть еще одну, то есть дополнительный слой брони. И, ну, честно говоря, как будто бы Милан выжил бы. Ну, если бы я ударил чуть выше, возможно, ему был бы пиздец. Но он жив. Что меня интересует? Меня, конечно же, интересует следующее. В модификации 1А3 сделали так, что будто бы ее борты выдерживает не только 12,7 или 50 БМГ. Это, кстати, 50 БМГ как будто покруче бывают некоторые патроны. Ага, а вот здесь. Вот я попадаю, пробиваю решетку, пробиваю дополнительную броню, но никакого сквозного пробития в бок я здесь не вижу. Вот, кстати, видно, это дополнительная плита, которую добавили, чтобы он выдерживал КПВ или КПВТ. Это очень интересная машина. Недаром она такая дорогая, блин. Так, ну еще было одно пробитие. Точнее, еще одно не пробитие. Удивлен ли я, друзья? Да, я удивлен. Иногда некоторые вещи могут стоить много, но они оправдывают свое существование. Мардер – это отличная машина, которая, наверное, прикурила только от камикадзе или кумулятивной струи. Все остальные патроны, которые по ней сыпались, конечно, были бы ей до одного места. Кстати, одно место я даже проверять не буду. Посмотрите, какая там толстенная броня. Не думаю, что есть смысл туда стрелять. Подводя итоги, могу сказать следующее. Вот этот комментарий выиграл отличнейший нож с хорошей сталью, клинком и осколками фронта. Да-да, именно такие мы делаем. Потому что, дружище, ты угадал, это АСВК. И БМП пробито лишь в нескольких местах, где, в общем-то, чаще всего никого нет. Так что с вами крупнокалиберный переполох, и не переключайтесь, потому что дальше я намерен повышать калибры. Увидимся.